Привет, соратники! 2 дня назад стало известно, что руководство и тренерский штаб автозаводцев не рассчитывают на кабардинского нападающего. Агенты Амура Калмыкова уже начали предлагать своего клиента клубам футбольной национальной лиги. Стоит отметить, что одним из претендентов на футболиста является Акрон. Ранее они арендовали Даниила Полубояринова у «Торпедо» с правом выкупа. Подробнее об этом игроке далее. Карьера до черно-белых. Футбольный путь Калмыкова необычный, потому что Амур после выпуска из «Спартака» Нальчик играл в любителях до 2017 года. Первым клубом кабардинского нападающего стал Афипс. На тот момент коллектив выступал в ПФЛ. Отличиться в первом матче на профессиональном уровне футболисту не удалось, зато во втором он забил сразу 2 мяча в ворота «Динамо» из Ставрополя. С 10-го тура по 14-й тур ПФЛ игрок отличился 6 раз. В итоге, в зимнее трансферное окно Амур Калмыков пошел на повышение в РПЛ. Там он выступал за Анжи. Результативными действиями не отличился. В сезоне 2018-2019 футболист перешел в «Урожай». Эта команда ставила задачу выхода в ФНЛ, но задачу выполнить не удалось, и Амур перешел в «Армавир». Вместе с этим коллективом выступал в футбольной национальной лиге. В зимнее трансферное окно перешел в Тамбов. В начале сезона 2019-2020 оказался в «Торпедо». Изначально он должен был быть обменен на Ивана Сергеева, однако тот ушел в «Крылья». Карьера в составе автозаводцев. Начало получилось неудачным. Болельщики черно-белых негативно относились к форварду и ждали от него забитых мячей. На первый гол нападающему понадобилось около 300 минут. Он получился максимально корявым. Амур с пенальти отправил мяч в штангу. Тут после удара о створ ворот угодил в пятую точку вратаря соперника, а потом отправился в раму. После этого к Калмыкову прикрепилось неприятное прозвище, а именно «Шампур шашлыков». Тем не менее, через некоторое время футболист стал регулярно забивать. Однако фанаты «Торпедо» продолжали считать его деревом. В итоге, в дебютном сезоне за московский клуб Амур Калмыков забил 12 мячей. В следующем на 1 больше. К сожалению, в РПЛ в новом сезоне игрок проваливается. Он выглядит достаточно плохо. Смена главного тренера в «Торпедо» усугубила ситуацию форварда в автозаводском клубе. Если Александр Генрихович Бородюк верил в Калмыкова, то Николай Кавардаев не видит Амура в составе. Новый тренер предпочитает Дениса Лаптева. Стоит отметить, что белорус выглядит мобильнее Шампура. Поиск нового клуба. Главным претендентом на футболиста является Акрон. Нельзя не заметить, что уровень Амура Калмыкова, скорее всего, ФНЛ, а не российская премьер-лига. На это указывают все его прошлые попытки играть в элите российского футбола.